coming home. I'm coming home. Tell the world I'm coming. Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Приветствую всех, с вами Холдем, и мы продолжаем проходить игру Guilty Parade. Да, все-таки наконец-таки я решился Так, продолжаем ее проходить. Буду надеяться, больше проблем со звуком, как в предыдущие разы, не будет. В предыдущей серии у нас была крутая тренировочка. Довольно интересная. Мы попытались помочь Якову и Дорис, пока что получилось помочь. И, получается, еще и Вольфганга мы смогли, так скажем, уберечь от того, чтобы он палился перед нашим тренером, что он выложил камни, когда мы делали пробежку. Буду надеяться, они это запомнят. Ну, Яков маловероятно, зная, какой он подозрительный, а вот Дорис, возможно, с Дорисом получилось подружиться. Поглядите в предыдущей серии, сейчас подсказочка в правом верхнем углу должна выскочить. А мы продолжаем. После тренировки мы остались с Яковом на отработку. Сержант Лемон заставил нас начищать оружие и собирать отстрелянные патроны. Она принесла одну флягу воды на двоих и ушла с обещанием вернуться для проверки. Пить хотелось неимоверно. Одним глотком я был готов опустошить всю емкость, но Яков вовремя успел ее отнять. «Выходит, ты умеешь неплохо стрелять? Почти так же неплохо, как и я». Он что-то подсыпал во флягу, отхлебнул и все тем же пронзительным взглядом посмотрел на меня. «Выходит, действительно так. Хочешь сказать, что это тоже забыл?» «Да, я этого не помнил. Как-то само собой получилось». Он задумался. На секунду мне показалось, что он поверил, но его следующая фраза заставила перестать мечтать. «Может, ты ошибся? Весь день притворялся слабаком, а во время стрельбы забыл себя контролировать? Если ты настолько мне не веришь, то можешь поделиться с Вагнером своими опасениями». Я не стал дожидаться его ответа и пошел к мишеням собирать валяющийся там мелкий мусор. Стоило только начать этим заниматься, как слова Якова заставили меня остановиться. Так, продолжаем. «А что, если я тебя пристрелю прямо сейчас?» Он стоял перед столом и держал в вытянутой руке револьвер, который был направлен прямо на меня. Я замер. «Хочешь убить меня здесь? Сейчас?» Блин, ну а что тут? Ну ему-то что терять? Ему нечего терять. Пристрелит меня. Хотя, подожди, ты нарушишь приказ командира. Он сказал меня не трогать, я пока что неприкосновенен. Я тут курица, я на троне сижу. Хочешь убить меня здесь, сейчас? Почему нет? Твоя смерть многое расскажет. Кто ты? Что ты? Нужно сохранять рассудок, он ничего мне не сделает. Но и не расскажет, откуда я и почему нахожусь именно здесь. Ты тоже этого не сделаешь, верно? Сейчас нет, но когда узнаю, то поделюсь с тобой. Яков не двигался, а я развернулся к нему всем телом и ждал его реакции. Пиф-паф. Невольно я вздрогнул, Яков убрал револьвер. Неубедительно, немо. Будь на моем месте кто-то другой, ты был бы уже мертв. Я все так же стоял, не шелохнувшись. Меня напугало поведение Якова. Ты что-то обо мне знаешь? Когда я задал вопрос, Яков начищал револьвер. А как ты сам думаешь? Его голос звучал провокационно. Захотелось ответить, но я удержался. Скорее всего, Яков предугадал мою реакцию, потому что, не дожидаясь ответа, снова принялся за работу. Мне не нравилась его осведомленность, которую я, возможно, только выдумал. Но, скорее всего, ты ее выдумал. Мы никогда с ним не встречались. Ну, как мне кажется. Но, скорее всего, он просто опять-таки играется с нервишками. Ой. А вот она и встреча с Вагнером. Интересно, что он теперь будет делать? После тренировки я вошел в кабинет Вагнера. Он ждал меня, стоя у окна. «Приветствую тебя, Немо. Присаживайся».
Я не сразу сдвинулся с места, подождал, пока командир сядет первым, а только потом занял кресло напротив. На столе лежал запечатанный конверт, я с интересом посмотрел на него, а Вагнер это сразу же заметил и улыбнулся. Он накрыл конверт рукой и придвинул к себе. Тебя это интересует? Ты скоро все узнаешь, но сперва поделись своими наблюдениями. Не кажется ли вам это поспешным? Невозможно все узнать за один день. Это в самом деле так, но впечатление должно было появиться. Я бы хотел тебя послушать. На некоторое время я замолчал, собираясь с мыслями. Вагнер ждал ответа, врать было нельзя. Командир мог сразу это понять и потерять всякое доверие. А без его поддержки мое будущее может просто никогда не наступить. О ком вы хотите услышать первым? Вагнер соединил кончики пальцев и поднес их к губам. Начинай с любого. Мне даже интересно, кого ты выберешь. А вот тебе и выбор. Так, тут выбор. Выберите персонажа. Это 100% как-то повлияет. Давайте думать. Кого? Знаете, самым подозрительным мне показался Оливер, и именно его я сдам первым. Он мне не понравился. Я его выберу чисто из ненрависти, а дальше уже будем выбирать. Дальше уже по выбору, но первым пойдет Оливер. Можно я расскажу про Оливера? Разумеется. Сначала я удивился, как быстро он все забывает или просто не придает значения непонятным вещам. Может, он несерьезный? Хотя перед сражением говорил весьма уверенно и ободряюще. Сложно сказать, почему он главный. Ребята не испытывают к нему особого уважения. Оливер очень ответственный, единственный, кто умеет хорошо писать отчеты. Он чтит порядок и следует инструкции. Сомневаюсь, что он поступит по инструкции, когда дело коснется его личных интересов. Мне кажется, в этом есть какое-то лицемерие. Он все время выглядит довольным. Не может же он радоваться всегда. Вообще всему. Интересный взгляд. Я его слишком плохо знаю. Хорошо, расскажи еще про кого-нибудь. Так, про кого? Так, Оливер пошел. Вольфганг. Не, про Вольфганга мы вообще ничего не знаем. Ганс, Элиас, Яков, Руф, Дорис. Подожди, а кого я выбрал? Подожди, а каким образом я умудрился это? Ну ладно. Так, ну давайте попробуем. Ну если уж я навел на Хельгу, давайте о ней. Ну давай Хельгу. Не знаю. Якова я не хочу трогать с Элиасом, потому что они нормальные братцы, у нас с ними доверие. Я хочу наладить доверие с Элиасом и с... ну понятно с кем. И с Яковом попытаться. Если я сдам Якова, он точно мне больше вообще доверять не будет, если он поймет, что я до него доносил. Он сразу же это поймет. Если это вообще всплывет как-нибудь. На всякий случай лучше об этом не говорить. А вот с Хельгой непонятно. Она довольно хладнокровна. Посмотрим. Не знаю, мне кажется, она более мягко это воспримет. Она более хладнокровная и не такая импульсивная. А Якова мне просто не хочется трогать. Он слишком... ну, точнее, а Элиаса не хочется трогать. Он довольно нормальный человек. Ну, чувачок довольно нормальный. Пожалуй, я не могу промолчать про Хельгу. Так, говори. Вагнер слегка рассмеялся. Она ведет себя отстраненно, хорошо ладит с Руф, а другие ей безразличны. Мне думается, что у нее нет никаких интересов, или я пока о них не узнал. Хельга сильна духом, но сама не берет на себя ответственность за решение и плывет по течению. Она меланхолична, немного груба в общении. Я не уверен, что внутри она такая же спокойна. Ну, 100% нет. Это чисто, так скажем, чисто такая обертка холодная.
Вагнер вдруг заулыбался. Не удивлен, что ты завел разговор про Хельгу. Она же тебе понравилась, верно? Многие бойцы от нее без ума. Нет, сэр, я думаю, она хороший человек, но в том плане, который вы имеете в виду, я ей не заинтересован. Командир разочарованно вздохнул. Эх, благодарю за откровенность, но ты же понимаешь, что еще мало рассказал. Так, и кто следующий? Кто следующий на расстрел? Ганс, Вольфганг, Элиас, Яков пропадают. Дорис я тоже трогать не хочу. Она слишком добрая. Остается вот эти три типа. Кого из них? Блин, ну Ганс тоже ко мне добр. Ганс тоже ко мне добр, хотя это может казаться тоже притворством. Вольфганга трогать. Но вообще Вольфганг. Я его тоже трогать не хочу из соображений того, что он вообще, он и так замкнутый. Он и так замкнутый человек. Если я его сдам, это еще сильнее его закроет ко мне. А так хотя бы есть шанс к нему подружиться. Я из-за этого не хочу трогать этих человек. Якова не хочется, потому что он тоже замкнутый и чересчур подозрительный. Вольфганг еще просто замкнутый такой, весь такой нелюдимый. Вот. И не хочется еще сильнее с ними отношения портить. А Элиас, Яковом и Дорис довольно добрые. А вот Руф, ну я не знаю. Ну давайте Руф, она такая довольно своеобразная. Давайте. Я 100%, ну давайте ее. Не хочется трогать других. Элиас, Яков выпадают, Дорис тоже, а между Вольфгангом и Руф я выберу Руф. Так что да. Может, вас интересует Руф? Она весьма необычна. Да, очень интересует, я знаю, она зовет себя Руфусом. Да, она не считает себя девушкой, просит обращаться к ней как к парню, но никто не придает этому значения. Ты тоже? Я? На самом деле сложно сказать. Мне кажется, в ней живут два человека. Ей присущи две крайности, она вполне могла запутаться в себе. Я уважаю ее выбор, с ней легко, но одновременно и трудно. Ее реакции и поведение непредсказуемы. Руф хватает самоуверенности, смелости и выдержки. Она сильна она сильная и громкая, порой даже чересчур. Меня иногда смешат ее реплики, особенно когда она не понимает, что в них не так. Когда я закончил говорить, Вагнер откинулся на спинку кресла и внимательно на меня посмотрел. Я напрягся. Достаточно, Нема. Я вижу, что ты искренен. И высоко ценю это. Отчасти моя следующая просьба к тебе поспешна, но в связи с недавним нападением я решил несколько ускорить процесс и попросить тебя выполнить мою просьбу. Уже сейчас. Ты ведь понимаешь ты же помнишь наш уговор? Я кивнул. Надеюсь, ты все так же заинтересован в моем дальнейшем участии в твоей жизни. Наше соглашение все еще в силе. Я и не сомневался. Вагнер улыбнулся и вдруг облокотился о стол, приблизившись ко мне. Он посерьезнел, и его голос стал тише. Я верю тебе, Нема. Только поэтому прошу у тебя помощи, понимаешь? То дело, которое я тебе сейчас покажу, секретно. О нем никто не должен знать. Вообще никто. Понимаешь? У меня в горле встал ком, а на лбу выступил холодный пот. Мне не хотелось становиться посвященным в тайны, которые в дальнейшем могут привести к неприятностям. Однако я уже дал согласие, поэтому снова кивнул. Я знаю, ты на это способен раскрыть преступление. Ты ничего не помнишь, ни с кем не успел наладить отношения. Поэтому я тебе доверяю и хочу от тебя того же. Что же он такое от меня попросит? Блин, надоедаешь, простите, эта котейка постоянно мешает. Вагнер вытащил конверт и показал его мне. Так, секунду. Продолжаем. Вагнер вытащил конверт и показал его мне. Здесь спрятаны подробности, которыми я располагаю. Больше у меня нет. Что внутри?
Фото трупа и небольшая статья. Трупа? Вы предлагаете мне расследовать убийство? Но зачем вам это? Именно. Я понимаю твою озадаченность, Немо. Но пока ты не в том положении, чтобы это у меня спрашивать. Мне нужно знать ответы. Возможно, из них ты поймешь мои мотивы, но я пока ничего говорить не буду. Мне не понравилось такое объяснение. Вы хотите знать ответы, но при этом держите меня в полном неведении. Это относится не только к этому убийству, а вообще ко всему. Думаете, я счастлив ничего не знать? Вагнер снова откинулся на спинку кресла и скрестил руки. Его лицо стало недовольным и раздраженным. Мы заключили соглашение, Немо. Ты должен понимать, что ситуация в моих руках, а не в твоих. Помни, всему свое время. Если ты справишься с этим заданием, то не сомневайся в моем содействии. Мне не понравились его методы, Мне не нравились его методы, не нравилось, что он пользуется своей властью и моей полной неосведомленностью. Не только о мире, но и о самом себе. Не нравилось, что я не могу найти аргументов против его убеждений и смелости для оказания сопротивления. Я оказался в ловушке умелого манипулятора. Если разгадка этого преступления поможет мне выпутаться из паутины Вагнера, то я должен вцепиться в эту возможность. Может, только тогда инициатива перейдет ко мне в руки. Я постарался собраться с мыслями и подумать о деле. Конверт снова стал предметом моего внимания. Что мне нужно с этим делать? Мой палец уткнулся в конверт. Мне нужно знать, кто убил его и почему. Что насчет улик? Как мне стоит расследовать это преступление? Я же ничего об убитом не знаю. Внутри его есть статья, в ней ты сможешь обнаружить какие-нибудь зацепки. У меня есть информация, что кто-то из отряда знает об этом убийстве. Может быть даже немало, но упорно молчит. Никому нельзя говорить, что я хоть как-то причастен к расследованию. Если ты будешь общаться со своими товарищами, ни слова обо мне. Придумай себе легенду на всякий случай. Откровенностью ты можешь спугнуть свидетеля, понимаешь? Конверт со всей информацией я тебе дам. Но ни в коем случае не носи его с собой. Спрячь где-нибудь, чтобы никто не смог найти. Почему вы не расследуете сами? Вы не расследуете сами. Одного вашего слова хватит, чтобы разговорить того человека. Вагнер замялся. У меня нет времени этим заниматься. К тому же, если я начну допрашивать солдат сам, то они проболтаются генералу, а я не хочу, чтобы тот знал об этом. Но ведь это могу сделать и я. Нет, не можешь. Генерал не должен тебя видеть. Ты слишком подозрителен, а он человек категоричный. Никогда не согласится поверить незнакомому человеку и дать ему шанс сражаться на своей стороне. Но обо мне могут проболтаться другие. Нет, когда сюда приезжает генерал, он общается только со мной. И индивидуально с каждым из моего отряда. Новая информация. А если расскажет кто-то из солдат? Вот это твоя задача. Тереться к ним к доверию. На моей памяти они еще ни разу не сдали своего товарища. Те ребята понимают, что произойдет, если генерал узнает о мальчике с якобы амнезией, найденном в лесу. Мне не понравилась новая роль, я не хотел ее исполнять. Лгать всем, чтобы найти правду. Разве моя ложь не вызовет такую же неправду в ответ? Я постарался структурировать информацию. Значит, мне нельзя говорить, что расследую преступление. Показывать свой интерес к этому делу, упоминать ваше имя. Все верно, ты все правильно понимаешь. Старайся еще не общаться с солдатами другого отряда. Чем меньше они тебя видят, тем тебе же безопаснее. А где мне искать информацию об убийстве? Я дал тебе все, что имел. Можешь поискать в архиве старые газеты. Он на 2-м этаже в библиотеке. Ненавязчиво поговорить со всеми товарищами. Когда произошло преступление? Я не знаю, это тоже стоит выяснить.
Значит, у меня в наличии только статья и фотография? Да, можешь взять, но не носи с собой. Никто не должен у тебя их обнаружить. Хорошенько спрячь. Я забрал конверт и положил его в карман. Нужно будет найти надежное место, где почти никогда никого не бывает. Я верю в тебя, небо. Я верю в тебя. Помни мое обещание и помни свое желание. Я поднялся с места. Если это все, то я, пожалуй, пойду. Начну расследование сегодня, пока у меня еще есть время. Вагнер тоже встал с кресла и неожиданно протянул мне руку. Я не стал сопротивляться и слегка сжал его ладонь. Удачи тебе, Немо. Ну что ж, вот тебе и новое дело, расследование. Мне было нечего ответить. Фотография трупа жгла бедра сквозь плотную материю штанов. Могут ли секреты мертвого человека спасти жизнь живому? Не может ли разгадка привести к большему числу загадок? У меня было много вопросов, ответить на которые могло только содержимое конверта. С отчаянной надеждой я смотрел себе под ноги на аккуратные половицы в кабинете Вагнера. Какая-то уже будущее только за мной, за моими решениями. За моим решением. Продолжение следует. Ну, сейчас будет следующая глава 100%. Второй эпизод наконец-то. Посмотреть превью? Ну, давайте. Превью. Чё бы нет. В следующем эпизоде. Ну, я 100% начну его сразу. Я думаю, ну да, надо начать, потому что маловато что-то времени прошло. Какого черта? Вагнер предлагает расследовать это? Зачем? Ой. Сколько вчера тел принесли, дьякон? С десяток, полагаю. Жаль мне их, вроде отмучились на этом свете. Да вот не до конца. Элиас. Наверное, сейчас мои слова прозвучат грубо и эгоистично. Однако в тот момент я почувствовал, как с моих плеч свалился огромный груз. Мне захотелось жить. Тогда я очень явно это чувствовал. Сейчас у меня появилось примерно такое же ощущение. Глаза девушки сузились, она склонила голову и сделала шаг ко мне. «Кто ты? Ты и есть тот разыскиваемый человек?» «Хочешь сказать, тебе больше нравятся мальчики, Немо? Это твое дело, но они не в моем вкусе, разве что командир. Хоть и не совсем в этом смысле, ты понимаешь. Это не просто принять. Твой интерес мне приятен, но пойми, Хельгу никто не заменит, а за ее спиной заниматься всякими вещами не очень хорошо. Она умерла из-за меня, из-за моей медлительности, неуклюжести, неосторожности. Это все я. Я упал на спину рядом с трупом и уставился в небо. Какая ошибка будет следующей? Я не могу сказать тебе всего, хочу, чтобы ты мне верил, но в ответ все время вру. Это некрасиво. Это подло. Яков хмуро уставился на меня, некоторое время пристально рассматривал, а потом неожиданно выпалил. Я бы хотел, чтобы ты помог нам с этим разобраться. Я опешил. С чем? Со специальным отрядом. Эпизод номер 2. Вот и начало второго эпизода подъехало. О, мы начинаем с другого места. Пап, мне уже пора. Иду к бабушке Софи. Мисс Шнайдер. Она будет рассказывать интересные истории. В дверном проеме появился отец. Ты уже уходишь? Да. Постой-ка, я бы хотел спросить тебя насчет мисс Розенберг. Ты уверен, что она ждет меня? Конечно, я вчера с ней договорился. И она обещает вылечить мою болезнь. Да, поэтому не бойся, я уже заплатил ей. Что? Откуда ты взял деньги? Помнишь, я рассказывал о мистере Бюлове? Он дал их мне. Но я отложил их на черный день. Не поступай так безрассудно, мама бы не обрадовалась. Я хлопнул отца по плечу.
«Папа, тебе надо лечиться, пока болезнь не стала слишком серьезной». И словно в подтверждение моих слов отец зашелся сильным кашлем. «Видишь, тянуть нельзя». «Спасибо, сынок. Мама всегда говорила, что душа у тебя добрая». Папа положил свою большую руку на мою макушку и слегка взъерошил волосы. «Эх, вот бы подстричь тебя». «Нет времени, я должен спешить». Я потряс головой, сбрасывая ладонь отца. «Ладно, иди. Схожу сегодня к мисс Розенберг. Посмотрим, что она сможет сделать». Отец улыбнулся, но его лицо в тот же миг грустнело. Неужели он потерял надежду на излечение? Не сдержавшись, я крепко обнял его и прижался щекой к груди. «Не бойся, пап. Она тебя вылечит». «Верю, верю». Я снова взглянул на отца. Он едва заметно улыбнулся. «Все, мне пора». Я расцепил руки и повернулся к двери. Ее адрес на столе. Спасибо. Я выскочил за дверь. Мне стало неловко. Мы не привыкли открыто проявлять чувства, и когда это случалось, я был готов провалиться сквозь землю. Вера в мисс Розенберг порождала во мне надежду на спасение отца, а на этом фоне остальные эмоции не казались столь важными. Мы с друзьями встретились на улице. «Вы так долго собирались?» София пришла раньше всех и была явно недовольна нашим опозданием. «Прости, мне нужно было кое-что закончить, а Сэмми помогал». «Да, извини. А меня задержал отец». «С ним все в порядке? Мисс Розенберг будет его лечить?» Я договорился с ней, она сказала, что поможет. София довольно закивала. «Не бойся, она много чахотников вылечила. Твой отец не будет исключением». «Верно, мисс Розенберг очень умная». Сэм, глядя на меня, улыбнулся кончиками губ. «Спасибо за поддержку, ребят». «Ерунда, это даже благодарности не Ой. Мне кажется, это все-таки София. Ерунда, это даже благодарности не стоит». «Что ж, идем?» «Ага». Мы медленно шагали по улице. Том шел впереди и подбирал мелкие камешки, а потом рассматривал их под лучами солнца. Ну что ж, я думаю, все-таки эта серия будет немножко коротенькой. Немного покороче предыдущей. На этом и остановимся. Потому что не хочется слишком дальше уходить. У меня уже есть небольшое, ну так скажем. Ну, не будем слишком далеко уходить. В следующей части мы уже послушаем все истории мисс Розенберг. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте жать на кнопочку подписаться, на колокольчик, так вы о новых видео узнаете. Пополните нашу маленькую, но крепкую семью. Ставьте лайки или дизлайки, пишите комментарии, критикуйте, предлагайте игры, общайтесь. И главное, не спойлерите игру. Буду рад с вами поболтать. Загляните в описание, там будет ссылочка на мой Discord сервер. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся.